С чем ассоциируется Чехия? Каменные замки, украшающие Прагу и другие чешские города, собор Святого Вита, Карлов университет и Карлов мост, чешское пиво и кнедлики, торт Прага, происхождение которого ошибочно приписывают Чехии, богемское стекло и хрусталь, качество которых признается во всем мире, знаменитые писатели Франц Кафка и Ярослав Гажик, создатель легендарного «Бравого солдата Швейка», фильмы чехословацкой киностудии – все это часть исторического и культурного наследия Чехии. Эта страна обладает богатой и непростой историей. Она была центром Священной Римской империи, королевством в составе империи Габсбургов, центром гуситского движения, очагом, из которого вспыхнул пожар 30-летней войны, навсегда изменившей судьбу Европы. За корону Чехии в разное время боролись самые могущественные династии Европы – Пržemysloviči, Люксембурги, Егелоны, Габсбурги. В середине 19 века Прага стала одним из центров панславянского движения. Здесь проходил конгресс, призванный определить будущее славянских народов, в том числе чешского. Соседство с Германией и Австрией оказало значительное влияние на развитие чешской государственности, а также культуры и экономики. Сильнее всего оно проявилось в период существования Чешского королевства или Королевства Богемия. Как и вся империя Габсбургов, оно являлось многонациональным государством и плавильным котлом немецкой, чешской и еврейской культур. Предлагаю более подробно погрузиться в историю Чешского королевства в нашем сегодняшнем видео. Родственницей Чешского королевства стала Великая Моравия, основанная в 9 столетии князем Маймиром. На пике своего могущества она охватывала земли современной Венгрии, Чехии и Словакии, а также Малой Польши и Закарпатья. Великая Моравия известна тем, что она стала одним из первых славянских государств, принявших христианство, а также тем, что на ее землях проповедовали равноапостольные Кирилл и Мефодий, основавшие славянскую письменность. Чешские князья из династии Пržemyslovičей, возводившие свое происхождение от легендарных Чеха и Пržemysла-Пахаря, с 830 года находились в вассальной зависимости от правителей Великой Моравии. Ее столица находилась в Велиграде, а по другим данным в Нитре. В 895 году Чехия вышла из состава распадавшейся Великой Моравии, а ее князь Спытигнев принес присягу восточно-франкскому королю Арнульфу. Именно Спытигнев заложил фундамент Пражского града, ставшего центром будущей чешской столицы Праги. Окончательно Великая Моравия пала в 907 году под натиском венгерских племен. Однако князья Спытигнев и Вратислав смогли сдержать их натиск, а затем, воспользовавшись смутой Восточной Франкии, прекратили платить той дань. Строя крепости на границах страны и подавляя сопротивление князей Славниковичей и Варшовичей, они укрепили власть Пržemyslovičей. Германских королей и императоров чешские князья использовали как союзников в борьбе с мятежной знатью, одновременно борясь за сохранение автономии Чехии в составе Священной Римской империи. Пržemysloviči контролировали важный торговый путь из Европы в Киев и страны Востока, благодаря чему существенно пополняли казну княжества. Князь Вацлав приложил большие усилия к распространению христианства в Чехии, дружил с германским королем Генрихом Птицеловым, который признавал чешского короля своим вассалом. Именно он построил собор Святого Вита, ставший одним из символов Праги и чешской государственности. В знак своих заслуг Вацлав был причислен к лику святых, а земли королевства Богемия, Моравия, Лужица и Силезия, а также корона страны, о которой мы еще поговорим далее, получили имя святого Вацлава. Жестокость Болеслава Рыжего заставила чешскую знать призвать на трон страны польского короля Болеслава Храброго. Теперь тот, как король Чехии, был обязан принести присягу императору Священной Римской империи. Однако Болеслав отказался это делать и совершил тем самым большую ошибку. Генрих заключил союз с лютичами и атаковал Чехию, после чего жители Праги подняли восстание против Болеслава. Поляки были изгнаны из страны, но Болеслав сохранял Моравию за Польшей до 1012 года, когда ее отвоевал чешский князь Ольдержих. Его преемник Бržетислав вернул Силезию в состав Чехии, но был вынужден признать свою зависимость от германского императора. Стремясь избежать междоусобицы распада государства, в 1054-м он издал закон, по которому объявил княжество неделимым и установил принцип наследования трона старейшим в роду. Все остальные князья наделялись землями в пределах Моравии. Вратислав II поддерживал императора Генриха IV в его борьбе с мятежными феодалами, за что получил Лужицкую и
гессенскую марки, а также королевскую корону, которую, впрочем, не мог передать по наследству. В это же время Вратислав являлся номинальным королем Польши. В 1197 году на троне Чехии утвердился Przemysl Otakar I. Князь поддержал Филиппа Швабского в его борьбе за престол империи. Благодарный Филипп короновал его в Майнце королевской короной 15 августа 1198 года и наделил Przemysла рядом привилегий, в особенности правом наследственной передачи короны и правом светской инвеституры на назначение епископов. Независимость чешской церкви и ее статус внутри государства были подтверждены великой привилегией 1222 года. Статус Чехии как королевства был закреплен золотой сицилийской буллой, 3 документами, подписанными императором Фридрихом II в 1212 году. Сегодня они хранятся в Пражском архиве чешской короны, входящем в состав Национального архива Чехии. Долгое время булла считалась чешской историографией, определяющим историю страны документом, свидетельствовавшим право чешского народа на собственную государственность. Она стала одним из центральных элементов в пропаганде чехословакизма, стремившегося обозначить свою преемственность традициям чешского королевства. Однако сегодня тезис о значимости золотой сицилийской буллы для истории Чехии подвергается сомнениям среди историков. Они отмечают, что Przemysl Otakar I никогда не претендовал на все те земли, которые передавались ему по условиям буллы, а также не находят свидетельств того, что она играла какую-либо весомую роль для королей Чехии в XIII веке. Желая развить сельское хозяйство, торговлю и ремесла в ее землях, Przemysl Otakar и его наследники привлекали немецких колонистов, которые особенно охотно селились на западной границе королевства, на территории будущей Судетской области. Позднее данное обстоятельство сыграет фатальную роль в чешской истории, когда Гитлер накануне Второй мировой войны предъявит к Чехословакии территориальные претензии, ссылаясь на немецкоязычное большинство населения в Судетах. С XII-XIII веков представители религиозных орденов и другие колонисты, проживавшие в чешских землях, находились в юрисдикции немецких судей. В городах и поселениях действовало немецкое право. Вместе с немецкими колонистами в Чехию проникали готическая культура и рыцарские турниры, развивалась придворная поэзия. Наибольшая волна колонизации затронула Силезию, которая в 1740-м была захвачена Пруссией и далее до конца Второй мировой войны входила в состав Германии. В 1231 году Вацлав I воспользовался восстанием, вспыхнувшим в Австрии, и сжег Кремс. Тем временем у короля возник конфликт с его братом, моравским князем Przemyslом. Узнав об этом, герцог Австрии Фридрих вторгся в Моравию и захватил замок Битов. Внезапная болезнь заставила его покинуть пределы Чехии, а Вацлав по указанию императора Фридриха II захватил Нижнюю Австрию и Вену. После этого чешский король, сознавая опасность усиления императорской власти, поспешил примириться с Фридрихом и скрепил союз с герцогом браком своего сына Владислава с его племянницей Гертрудой. Благодаря тому, что Вацлав еще задолго до монгольского вторжения укрепил восточные границы королевства, Богемия сумела избежать завоевания и разграбления. Моравии повезло меньше. Она была разорена монгольским корпусом во главе с Байдаром. В 1250 году австрийские дворяне избрали герцогом Австрии Przemysla Otakara II. О его амбициозности говорит хотя бы тот факт, что, желая заполучить корону, он восстал против своего отца Вацлава I, но потерпел неудачу. Przemyslу повезло отстоять австрийский трон от посягательств Романа, сына галицкого князя Даниила. Войска последнего разбили чехов у Алавы, но сам князь вскоре был вынужден выйти из войны. В 1254-м Чехия и Венгрия разделили между собой владения Бабенбергов. Przemysl сохранил за собой Австрию, а Венгрия присоединила Штирию. Последняя, впрочем, была через 6 лет захвачена чешским королем после восстания местных сословий против венгров. В 1255-м польский король попросил Przemysla Otakara о помощи в военном походе против прусских язычников. 1 сентября 1255 года он основал Кёнигсбергский замок, вокруг которого впоследствии вырос город Кёнигсберг, современный Калининград. Опираясь на поддержку церкви и городов, Przemysl продолжал политику централизации и разрушал замки баронов, построенные без разрешения короля. Это вызывало недовольство австрийских дворян, которые обратились за поддержкой к императору
Рудольфу Габсбургу. В 1276 тот объявил имперскую опалу Пержемыслу Оттокару и обязал последнего передать Габсбургам все права на австрийское эрцгерцогство и прочие земли. Чешский король сохранял за собой лишь Богемию и Моравию. Попытка Пержемысла Оттокара возвратить потерянное закончилась катастрофой. В 1278 чешская армия была разгромлена в битве на Моравском поле, а сам король погиб в бою. Таким образом, Габсбурги овладели одним из крупнейших и самых значимых государств империи. Несмотря на тяжелое поражение, Чехия сохранила свой статус великой державы, а при Вацлаве II вышла на пик своего могущества. В 1291 он получил Краковское княжество от правителя Великой Польши Пжемысла I, а в 1300 году наследовал все его владения и королевскую корону. Одновременно Вацлав претендовал на венгерский престол после пресечения династии Арпадов. Владея такими большими территориями, король создал многочисленную армию и активно развивал добычу серебра, центром которой стала Кутна-Гора. Сразу после того, как там были найдены месторождения драгоценного металла, его добыча стала королевской монополией. Одновременно король поставил под полный контроль всю денежную систему страны и ввел новую валюту – пражский грош. С 1300 по 40 годы в шахтах Кутна-Горы ежегодно добывалось по 20 тонн серебра. Вацлав III не сумел сохранить завоевание своих предшественников. 4 августа 1306 он погиб при невыясненных обстоятельствах, что привело к пресечению мужской династии Пержемысловичей. Надежды чешской знати на то, что Генрих Харутанский сумеет стабилизировать положение в стране, не оправдались. Король оказался слишком безвольным и слабохарактерным. Представители знати предложили Яну Люксембургскому жениться на принцессе Элишке, последней представительнице династии Пержемысловичей. Если Элишка проявляла большой интерес к делам Чехии и активно занималась управлением страной, Ян заботился о расширении земель династии. В 1335 он подписал Тренчинский договор с королем Польши Казимиром, по которому большая часть Силезии перешла под власть Чехии. Будучи постоянно занят заграничными походами, Ян практически не появлялся в стране, чем сильно разочаровал своих подданных. Те видели, что король использует Богемию исключительно как источник средств для военных кампаний и не желали с этим мириться. Преемник Яна, Карл IV, стал, пожалуй, самым известным и одним из наиболее успешных правителей Чехии за всю ее историю. Не случайно он одержал победу в 2005 году на голосовании «Величайший чех в истории», проведенном чешским телевидением. Карл вывел чешское королевство на пик политического могущества, превратил Прагу в столицу Священной Римской империи. Именно он, по сути, создал облик той Праги, которую мы сегодня знаем как один из самых красивых городов Европы. Король построил новый град, состоящий из памятников готики, мост, носящий его имя, и университет, который по сей день является одним из центров европейского образования. В 1348 он утвердил административное деление земель чешской короны, состоявших из Богемии, Моравии, Лужицы и марграфства Бранденбург. 8 лет спустя Карл издал Золотую буллу, которая закрепила раздробленность Священной Римской империи и утвердила порядок избрания императора князьями-курфюрстами, среди которых был и король Богемии. Корона святого Вацлава была изготовлена специально к коронации Карла IV. Он перенес ее в собор святого Вита, а затем в замок Карлштейн и назвал корону в честь своего покровителя, вышеупомянутого святого Вацлава. Последний раз ею короновался император Австрии Фердинанд в 1836 году. Сегодня корона святого Вацлава, как и корона святого Иштвана в Венгрии, считается символом чешской государственности. На всеобщее обозрение выставляется лишь копия короны. Ее оригинал хранится в одной из палат собор святого Вита, доступ к которой имеют лишь президент и премьер-министр Чехии, настоятель собора, архиепископ Праги, мэр чешской столицы и другие высшие чиновники. В начале 15 века в Чехии стало формироваться движение за нравственное очищение католической церкви, находившейся к тому времени в глубоком кризисе после Великого Западного раскола. Чешские сословия стремились лишить церковь экономического и светского могущества, обретенного ею в 13-14 веках. Наиболее известным сторонником церковных реформ стал декан Пражского университета Ян Гус. Он требовал ввести свободу проповедания Слова Божьего, вернуть обряд причащения мирян под обоими видами, отмененный Римской церковью в 12-13 веках, запретить священникам участвовать в политике и владеть имуществом, а также сурово
сурово наказывать духовенство за продажу индульгенций, церковных должностей и другие грехи. Казнь Гуса привела к началу восстания, которое иногда еще называют Гуситской революцией. Все 4 крестовых похода, предпринятых Сигизмундом против гуситов, завершились провалом. Однако и те не смогли использовать постоянные разлады между своими противниками и захватить земли соседних Австрии и Венгрии. Гуситы под руководством Яна Жишки и его соратников активно использовали в боях так называемые вагенбурги – мобильные укрепления, состоявшие из пушек и повозок. Именно в гуситских войнах был впервые в истории применен артиллерийский маневр, когда отступавшие гуситы отстреливались из пушек против наступавших войск Сигизмунда. Польский король и великий князь литовский Егайло не спешил поддерживать императора, поскольку опасался экспансии со стороны Тевтонского ордена, номинально подчинявшегося империи. Егайло направил на помощь гуситам отряд под руководством Жигемонта Карибутовича, который 8 лет сражался бок о бок вместе с ними против имперских войск, но вместе с тем король одновременно вел борьбу против польских гуситов, закончившуюся их разгромом в 1439 в битве под Гродниками. Со временем между последователями Яна Гуса стали возникать серьезные противоречия. Если табориты, чье движение называлось в честь оплота гуситов города Табора, настаивали на продолжении войны с империей, то так называемые чашники, в основном состоявшие из зажиточных слоев населения, были готовы к диалогу с римской церковью. 30 мая 1434 табориты были разгромлены чашниками и поддерживавшими их имперскими войсками, а 5 июля 1436 было заключено Базельское соглашение между чехами и католическими иерархами, которые признали законным гуситский обряд причащения обоих видов. 2 марта 1458 Сейм избрал королем Чехии Иржи из Подебрат, выходца из знатного гуситского рода. Через 5 дней Иржи был коронован венгерскими епископами, перед этим принеся клятву подчиняться папе римскому и искоренять ереси. Попытка короля лавировать между папой и радикальными гуситами успехом не увенчалась. Рим объявил чашников еретиками, хоть и не стал идти на обострение с Чехией по просьбе императора Фридриха III. В то время общим врагом Габсбургов и чехов стал венгерский король Матиаш Корвин, позиционировавший себя как второй Аттила и защитник католической веры. Если Богемия стала центром гуситского движения, то Моравия, жители которой в течение многих столетий боролись против власти чешских королей, осталась верна католицизму. По этой причине ее жители охотно присягнули венгерскому королю, захватившему Моравию, Лужицу и Силезию. Под давлением папы римского и католической знати Иржи был вынужден отказаться от наследственной передачи власти. 5 июня 1469 чешский сейм избрал его преемником Владислава Егелона, сына короля Польши, а уже 20 августа папа Павел II отлучил Иржи от церкви и пригрозил тем же самым его сторонникам. Подобно Корвину, Иржи стремился к объединению европейских держав в борьбе с османской экспансией. В 1464 он написал трактат об установлении мира в мире христианском, в котором предложил создать общую систему правосудия и предоставить пост председателя Союза королю Франции Луи XI. Европейские монархи отказались иметь дело с еретиком, да и папа Пий II не проявлял интереса к проекту, поскольку в нем не отводилась центральная роль папству. Несмотря на неудачу своего замысла, Иржи из Подебрат вошел в чешскую историю как национальный герой и значимая фигура. Он проявил себя талантливым политиком и дипломатом, добивавшимся своего путем компромиссов. Иржи всегда предпочитал в войне переговоры, окружал себя способными людьми, знающими свое дело. Благодаря этому Чехия, несмотря на свое сложное политическое положение, все же не оказалась в полной международной изоляции. После кончины Иржи трон Чехии занял Владислав Егелон. Он был вынужден признать отход Моравии, Силезии и Лужиц венгерской короне, однако в 1490-м вернул власть над ними уже как король Чехии и Венгрии. Последнюю он унаследовал от Матиаша Корвина по соглашению с императором Максимилианом. В обоих своих королевствах Владислав стремился не противоречить воле дворянства, благодаря чему за все время его правления ни чехи, ни венгры не пытались свергнуть короля с трона. В чешской историографии Владислав даже получил прозвище Беня, переводимое как «хороший», «добрый». По соглашениям с венгерским дворянством Владислав обязался перенести свою постоянную резиденцию в Буду. В Чехии он появился за все свое правление лишь 3 раза. Чешское
знать пользовалась этим и укрепляла свое господство в стране. Ее привилегии были подтверждены земельным регламентом 1500 года, лишившим городские сословия права голоса на заседаниях Сейма. Гибель Лаиша II в Мохачском сражении 1526 года завершила эпоху правления династии Ягеллонов в Чехии. К власти в стране пришел Фердинанд Габсбург в соответствии с Венским договором 1515 года между императором Максимилианом и королем Владиславом. Фердинанд не стал медлить с реформами и уже 1 января 1527 учредил новую центральную администрацию, юрисдикции которой подчинялись земельные правительства. 25 марта он основал Чешскую торговую палату, подотчетную непосредственно надворному совету. Король обратился к Сейму с просьбой выделить средства на борьбу против турок. Чешские сословия предпочли не оказывать Фердинанду сопротивления, но этот был вынужден поначалу действовать осторожно, поскольку в Чехии действовали агенты венгерского короля Яноша Запальяи. По мере укрепления абсолютизма в Чехии Фердинанд стал ограничивать привилегии городов, свободу вероисповедания и вводил новые высокие налоги. То время позднее преподносилось чешскими историками как худшее в истории страны и апогей господства чужестранцев. Экономика Богемии стала ориентирована на экспорт дешевой ткани и олова в Польшу, Венгрию, Трансильванию. Городские ремесла удовлетворяли потребности только внутреннего рынка. Разделение на гильдии тормозило развитие производства и появление новых мануфактур. Религиозная и экономическая политика Габсбургов не могла не раздражать чешские сословия. После того, как Фердинанд без согласования с Сеймом обещал Карлу оказать денежную и военную помощь в борьбе того с немецкими лютеранами, в Богемии началось восстание. Фердинанд подавил его и отнял у городов политические права, а мятежных дворян заставил сдать все огнестрельное оружие и конфисковал у них земельную собственность. Вместе с тем император сознавал невозможность развития Чехии в условиях постоянных религиозных войн, потому обратился к Тридентскому собору и папе Пию IV с просьбой признать законным гуситский обряд причащения под обоими видами. На период правления сына Фердинанда, эрцгерцога Фердинанда Штирийского, в качестве губернатора Богемии пришелся расцвет Ренессанса в стране. В 1594 в Чехии появились первые доменные печи, позволившие значительно расширить производство железа. Вместе с тем оно стало крайне дорогостоящим, что привело к его концентрации в руках феодалов и, по сути, появлению в Богемии буржуазии. Если Фердинанд и особенно его сын Максимилиан II достаточно терпимо относились к протестантам и гуситам, то их преемник император Рудольф был настроен укрепить абсолютизм в наследственных землях Габсбургов через германизацию и контрреформацию. В 1602 году он запретил деятельность общины чешских братьев. Усилиями епископа Франтишека Дитрихштейна многие представители моравской знати перешли в католицизм, а Рудольф стал вытеснять протестантов со всех государственных должностей Чехии. Политическое сопротивление сословий страны режиму Габсбургов обретало религиозный характер. Тем более, что император, ведя войну с венгерскими повстанцами под руководством Габора Бетлина, взвалил бремя ее финансирования именно на Чехию. Недовольство сословий вылилось в предъявление Рудольфу 24 мая 1608 года списка претензий, изложенных в 25 пунктах. Игнорирование императором религиозных требований привело к восстанию в Чехии, которым поспешил воспользоваться его брат эрцгерцог Матиас, ранее силой заставивший Рудольфа уступить Венгрию и Моравию. Рудольф был вынужден пойти на попятную и 9 июля 1609 издал грамоту Величества, закрепившую в Чехии свободу вероисповедания. Но это не помогло ему сохранить власть. В конце концов, Матиас вынудил Рудольфа передать ему все наследственные земли Габсбургов. Новый король не стал идти на уступки чешским радикалам, а его преемник Фердинанд был решительно настроен искоренить любые протестантские движения в Германии и землях Габсбургов. В марте 1618 представители чешской оппозиции по призыву графа Турна прибыли в Вену для переговоров с императором. Они завершились провалом из-за отказа Фердинанда идти на уступки. Тогда оппозиционеры предложили корону Чехии курфюрсту Пфальца Фридриху V, одному из политических лидеров германского протестантизма. Если большинство членов семьи Фридриха выступали против коронации, то его жена Елизавета Стюарт и депутаты Евангелической унии высказались за. Заняв чешский трон, Фридрих принялся проводить реформацию церкви слишком радикальными мерами. Католические соборы
становились протестантскими, из них вывозились церковные драгоценности, иконы и статуи. Чехи, воспринимавшие свои соборы в первую очередь как памятники национальной культуры, несмотря на первоначальную поддержку Фридриха, постепенно разочаровались в его правлении. Фердинанд поспешил этим воспользоваться и направил войска католической лиги в Богемию. 8 ноября 1620-го армия Фридриха была разбита в сражении на Белой горе, а сам Зимний король вместе с супругой покинул страну. Император казнил лидеров чешской оппозиции, ликвидировал права чешских сословий, ввел в качестве обязательного использования немецкого языка в госучреждениях помимо чешского, отменил свободу вероисповедания и окончательно закрепил статус Чехии как одной из наследственных земель Габсбургов. Вдобавок к этому он исключил страну из состава курфюршеств Священной Римской империи и передал права князя-выборщика своему верному союзнику по католической лиге, герцогу Баварии Максимилиану Виттельсбаху. Религиозная политика Фердинанда заставила многих представителей чешской интеллигенции покинуть страну, что привело к началу ее культурного упадка. При его сыне Фердинанде III в Чехии продолжалась политика рекатолизации и укрепления абсолютной власти Габсбургов. В 1651 была проведена перепись всех ценностей, принадлежавших церкви, а 3 года спустя утвержден налоговый регламент для Богемии. Корона святого Вацлава и другие регалии чешских королей были перевезены в Вену в 1646 и возвращены в Прагу только в 1867 году, когда была создана Австро-Венгрия. Одновременно Фердинанд вывел Карлов университет из-под юрисдикции иезуитов и поставил высшее образование в Чехии под контроль государства. В конце 1670-х годов в империи Габсбургов вспыхнула эпидемия чумы, унесшая жизни более 100 тысяч человек. Леопольд был вынужден прибыть в Богемию, где ему было подано множество жалоб. Арест нескольких заявителей после отбытия императора из страны вызвал крестьянское восстание в марте 1680 года, жестоко подавленное австрийскими властями. В то же время Леопольд был вынужден ограничить барщину 3 днями в неделю, что, впрочем, не исполнялось чешскими дворянами. Введение высоких налогов, обусловленное необходимостью вести войны с Францией и Османской империей, значительно пополнило государственную казну. Кроме персоны короля, у земель короны святого Вацлава почти не имелось общих государственных институтов. Важнейшие политические вопросы решались на сейме королевства Богемия. Среди его высших полномочий было, в частности, право избрания нового короля в случае пресечения правящей династии. Однако к концу 17 века сейм уже скорее являлся пережитком сословного государства, чем одним из столпов абсолютной монархии. Полномочия чешской придворной канцелярии, равно как и верховного бургграфа королевства, начиная с 17-18 веков, стали сужаться, а основные административные учреждения были перенесены Карлом VI в Вену в 1714 году. Последний, сознавая бедственное экономическое положение империи на фоне усиления ее соседей, желал отменить таможенные барьеры между наследственными землями, развивал дорожно-транспортную систему Богемии. Правление дочери Карла, Марии Терезии, оставило противоречивый след в чешской истории. Императрица ликвидировала чешскую придворную канцелярию, но, с другой стороны, провела целый комплекс административных, военных и образовательных реформ, повлиявших на развитие Богемии. В 1777 она ввела всеобщее начальное образование во всех наследственных землях Габсбургов, в том числе в Чехии, а 5 лет спустя провела слияние Моравии и Австрийской Силезии в единую административную единицу. При правлении Марии Терезии и Иосифа II в Богемии проводилась политика раабизации под руководством австрийского экономиста Франца Антона Рааба. Она была направлена на секуляризацию церковных земель, превращение крепостных крестьян в фермеров, арендующих или выкупающих земельные наделы у помещиков и имеющих возможность прокормить семью со своих участков. Благодаря этой политике в Богемии и Моравии появилось суммарно более 200 новых деревень, серьезно выросла численность населения. Введение венской марки в качестве единой валюты для всей империи Габсбургов, отмена таможенных барьеров между Богемией и Моравией, а также запрет Иосифом импорта всех иностранных товаров существенно повлияли на рост чешской промышленности. Мария Терезия проводила политику терпимости в отношении негерманских народов империи Габсбургов, стремилась снискать их лояльность, но борьба с могущественным противником, королем Пруссии Фридрихом II, привела к потере Силезии, важного в экономическом отношении региона. Одной из земель короны
короны святого Вацлава. Императрица так сокрушалась об утрате Силезии, что даже присоединение Галиции в 1772 году не смогло компенсировать ее в глазах Марии Терезии. Важнейшим событием Семилетней войны на территории Чехии стала битва под Прагой 1757 года, когда прусская армия на голову разбила австрийцев. Лишь область так называемой Австрийской Силезии осталась в составе империи Габсбургов на правах коронной земли после окончания войны. С падением Священной Римской империи в 1806 году Чехия лишилась былого политического влияния. Страна утратила возможность участвовать в выборах правителей Германии, а также представительство в Рейхстаге, заседавшем в Регенсбурге. В образованном после 1815 года Германском Союзе Богемия никак не была представлена, хотя ее земли входили в состав Союза. Наполеоновские войны привели к росту германского национализма, стремлению немецкоязычной интеллигенции создать единое государство от Мааса до Мемеля и от Балтики до Альп. В Венгрии также усиливалось национальное движение, которое вскоре переросло в войну за независимость от Габсбургов. Среди славянских народов империи также набирали популярность движения за сохранение культуры и языка, борьбу против германизации и мадьяризации. В марте 1848 был сформирован Комитет Святого Вацлава, воспринимавшийся как оплот чешской оппозиции габсбургскому абсолютизму. Однако немецкоязычные жители Богемии вовсе не собирались пребывать под властью чехов и направили австрийскому императору заявление, в котором требовали отклонить просьбу комитета о расширении автономии королевства. Губернатор Богемии Леопольд Тун Гогенштейн назначил выборы в провинциальное собрание на 17 мая 1848 года. Предполагалось, что оно проведет 7 заседаний, на котором будут обсуждаться важнейшие государственные вопросы Чехии. Однако революционные события в Вене привели к срыву выборов. В конце мая 1848 по всей территории Чехии начались революционные выступления. Было сформировано правительство во главе с Карлом Браунером и Франтишеком Палацким, заявившее о неповиновении венским властям. В ответ австрийский генерал Виндишгресс стал концентрировать войска возле Праги. 11 июня в городе начались боевые действия. Повстанцы возводили баррикады, устраивали засады и нападения на правительственные силы. Через 4 дня Виндишгресс открыл огонь по Праге из артиллерийских орудий, что заставило революционеров капитулировать к 17 июня. Катализатором революции стал проходивший в Праге со 2 по 11 июня 1848 года Славянский конгресс. На нем собрались представители чехословацкой, польской, русинской и южнославянской интеллигенции. Основатель чешской историографии Франтишек Палацкий предложил концепцию австрославизма – создание Федерации славянских народов Центральной Европы под властью Габсбургов для недопущения как германской, так и русской экспансии. Словенцы и хорваты требовали восстановления Иллирийского королевства под протекторатом Австрии. Радикалы во главе с русским революционером Бакуниным настаивали на создании независимой славянской федерации. Начало боевых действий в Праге привело к срыву работы Конгресса, в результате чего никаких конкретных решений его участниками принято не было. По итогу некоторых уступок от австрийского правительства добились лишь южные славяне, в особенности хорваты, чей правитель Йосип Елачич выразил поддержку императорской власти и принял участие в войне против венгерских националистов. 15 марта 1867 Франц Иосиф и Ференц Диак подписали соглашение о преобразовании Австрийской империи в двуединую Австро-Венгрию. Венгры получили наряду с немцами статус титульной нации в империи. Пражские политики боролись за продолжение федерализации и создание триединой монархии. Однако Франц Иосиф предпочитал не нарушать устоявшийся баланс сил и не предпринимал никаких фактических шагов к расширению прав Чехии. Он так и не короновался за все 68 лет своего правления короной святого Вацлава, несмотря на неоднократные обещания сделать это. В самой Чехии, равно как и во всех землях империи Габсбургов, национальный вопрос был весьма острым. Жители Моравии, Лужицы и Австрийской Силезии, хоть и не требовали активно предоставления автономии, все же настаивали на своей культурной самостоятельности и исторических традициях. В отличие от оппозиционно настроенных богемцев, они были куда более лояльны Габсбургам. В 1860-90 годах в чешской политике доминировала партия младочехов. Одними из ее основателей стали Франтишек Палацкий и Франтишек Владислав Ригер, выпускавшие газету «Народные листы». Журналист Карел Гавличек, равно как и будущий первый
первый президент Чехословакии Томаш Масарик скептически относился к самодержавной России как к центру славянского движения, но также не разделял и принципы австрославизма. Взгляды Гавличика легли в основу политической концепции младочехов, желавших преобразовать Чехию в независимую республику по образцу Франции. Благодаря деятельности консервативного правительства Таафе, проводившего социальные реформы с опорой на так называемых старочехов, проявлявших большую готовность к компромиссу с Габсбургами, популярность либеральных младочехов к концу столетия стала падать. Симпатии низших слоев населения переходили к социал-демократам, а в сельской местности формировались свои политические объединения. На них опиралась партия христианских социалистов, которая после выборов 1907 года стала главным конкурентом чешских националистов в парламенте. В 1906-1907 годах министр-президент Макс фон Бек предпринял попытку демократизировать чешское избирательное право. Однако немецкие элиты Богемии выступили категорически против, опасаясь роста национальных движений в стране. Они блокировали работу Сейма в 1909-1910 годах. В ответ чешские депутаты бойкотировали заседания австрийского Рейхсрата. Неспособность депутатов Богемского Сейма прийти к компромиссу и возобновить принятие законов заставила Франца Иосифа в 1913 году ликвидировать Сейм. Больше он не созывался до самого распада империи в 1918 году. В годы Первой мировой войны среди интеллигенции стала расти популярность чехословакизма. Последний призывал к единству чешского и словацкого народа в борьбе с германской и венгерской экспансией. С началом войны в Киеве из числа военнопленных австро-венгерской армии стал формироваться Чехословацкий корпус, который затем станет одним из участников начала гражданской войны в России в 18 году. В Париже заседал Чехословацкий национальный совет во главе с Томашем Масариком, Эдвардом Бенишем и Миланом Штефаником, будущими руководителями Чехословакии. 21 ноября 16 года Франц Иосиф скончался во дворце Шönbrunn в возрасте 86 лет. Новый император Карл выразил готовность к переговорам с представителями национальных движений, в том числе Чехии и Словакии. В 1917-м более 200 чешских писателей подписали манифест с требованием расширить автономию королевства Богемия в составе Австро-Венгрии. Экономический кризис и тяжелое положение на фронтах подрывали лояльность народов империи Габсбургам. 28 октября 18 года Национальный комитет, созданный с одобрения императора Карла, провозгласил независимость Чехословакии. 12 ноября Карл подписал манифест о самоустранении от управления империей, подчеркивая при том, что не собирается отрекаться от престола. Однако реальных попыток вернуть власть в Чехии и Словакии Габсбурги больше не предпринимали.